Доброе утро, мои родные люди! Вы задаете вопрос: Аня, вы всегда готовите для Сережи или для сына? А что любите вы? Сегодня поделюсь своим любимым завтраком. Летом его люблю больше всего, потому что овощи свежие. Поехали! Сковородку на огонь! Кусочек сливочного масла, пусть тает. А я этим временем зубок чеснока. Да, друзья, на завтрак я не боюсь есть чеснок. Мы его сейчас термически обработаем, и он оставит только свои ароматы. Нежные и легкие. Когда масло нагрелось, выкладываю чеснок, пусть тоже здесь прогревается. А я тем временем беру один сладкий перчик. У меня сегодня красненький вот такой. Кстати, Сережа, я тебя не спросила, ты будешь есть со мной мой завтрак? Конечно, буду. Ему тоже нравится этот завтрак, потому что, друзья, это просто, быстро, вкусно. Ну, прям попробуйте. На небольшой кубик. О, прекрасно. Чеснок даже стал немножко подрумяниваться. Выкладываю перец. Перемешиваю и прогреваю все вместе. Ничего жарить не нужно. Нагрев под сковородой минимальный. Мне нужно, чтобы оно просто прогревалось и становилось мягким. Следующим ингредиентом баклажан. Нарезаю на полосочки, а затем также на мелкий кубик. По желанию кожицу можно убрать. И все же, друзья, сейчас заметила, что в современных баклажанах совершенно нет горечи. Гибридные какие-то, походу. Слежу за перцем. Уже можно и баклажан добавлять. Все очень быстро. Снова перемешиваю и грею все вместе. А я, наверное, еще кусочек подрежу, потому что очень вкусно. Есть. И сюда же. Немного соли, чтобы баклажаны пустили сок и тушились. Можно и крышкой прикрыть. Прошло несколько минут, поднимаю крышку и вижу, что баклажаны мои уже полумягкие. Можно и помидорку порезать. Тоже на кубик. И сюда, со всеми соками. Пусть вместе тушится. На помидоры обязательно щепоточку сахара для баланса. И они тогда лучше открываются, друзья. Перемешиваю и немножко протушу под крышкой, чтобы все хорошо объединилось и все овощи стали мягкими. Водичка у меня уже на подходе. Прекрасно. Смотрим, что у нас здесь в нашей волшебной сковородке. А у нас здесь все вкусно и красиво. Овощи все стали практически мягкими. Довожу до вкуса солью. Перемешиваю. Распределяю по всему дну. Сейчас будет, друзья, неожиданный для многих ингредиент. Это какой же интерес? Сережечка. Овсянка. Я просто обожаю овсянку с овощами. При том, что сладкую не ем совершенно. Ну вот сладкая мне не нравится. Спать хочется после нее, когда поешь. Ну как-то да. Сверху на овощи насыпаю овсянку. У меня овсянка, которую мыть не нужно. Знаю, друзья, что есть такая, что нужно ее прям вымывать хорошенечко. А вот таким вот тонким слоем. Примерно там, я не знаю, по интуиции. Прекрасно. У меня уже закипела вода. Заливаю это все дело. Так, чтобы покрыла. Вот так прекрасно. Накрываю плотно крышкой. Уменьшаю нагрев до минимума. Пусть здесь себе парится. Ну, минут 7 точно. А я в это время вторую сковородочку на огонь. Потому что, друзья, для меня завтрак без десерта это вовсе не завтрак. Она сухая, пусть греется. Беру хлеб. У меня не сильно свежий, на закваске, поэтому... Он даже полезет. Да, на завтрак самое то. Достаточно, Аня. 4 греночки на двоих. В мисочку разбиваю одно небольшое яйцо, щепотку соли, взбалтываю вилочкой. Вливаю немножко молока, 20-30 мл. Когда сковорода нагрелась, обмакиваю кусочки хлеба и выкладываю на сухую сковородку.
Ой, водичка у меня на чай кипит. Все, обжариваю с двух сторон до румяной красивой корочки. А я пока чай себе сделаю зеленый. Чайную ложечку в чашку. У меня есть мороженая земляника для аромата. Сюда же. Посмотрите, какая красота. И заливаю. Сережа чай мой не пьет. Компот я пью. Да. Не пьет ни чай, ни кофе, ни капучино, ничего. Компот, воду и все. Накрываю блюдцем, чтобы запаривался. Гренки. Давай. Ой, прекрасно. Ля-ля-ля, тополя. Ну, зато такие вот Красиво. красивые. Да. Десерт готов. Выкладываю на тарелку. И пока гренки горячие, смазываю их сверху немножко медом. Вот как сейчас удержаться, чтобы это не съесть? Вот такая вот красота, друзья. Ставьте лайки, поверьте, это очень вкусно. К тому же немножко полезно. Овсянка наша. Опа! Как все вовремя. И только сейчас перемешиваю. Все прекрасно. Смотрите, какая яркая, полезная, овощная. Летом то, что нужно. Накрываю крышкой, выключаю нагрев. Не хочу ничего терпеть. Хочу есть. Хочу есть. Все. Сказал Сережка, давай насыпай. А то дразнишься. Насыпаю, счастье мое, насыпаю. Баклажанная овсянка. Да, такого еще не было. Почему? С кабачками была, с цветной капустой была, с брокколи была. Друзья, это полет фантазий. Вкусно совсем. Серьезно, попробуйте хотя бы разочек. И последний штрих от художника. Хочу же вам передать, насколько это вкусно и полезно. А если сверху еще сыром натрусить, таким пикантным, вообще, друзья, ням-ням-ням. Ну, сын в гостях, сыра нет. Съели. Молодежь все вкусняшки поела и уехала. Вкусно. Девочки мои красавицы, вы часто в комментариях меня спрашиваете, как мне удается оставаться в форме, при том, что я ем вкусняшки. Да, действительно, я ем вкусняшки, и я ем довольно-таки приличное количество еды. Сейчас поделюсь своими секретами. Свое утро я начинаю с 2 стаканов хорошо теплой воды. Это обязательно. Потом делаю зарядку. Обязательно. Уже несколько лет, 3, 4, 5, уже и не помню. Ну, не зарядка, больше танцуешь. Да, это как бы это меня заряжает с утра энергией. Я танцую, включаю музыку любую и пляшу. Как могу. Знаете, причудливые танцы устраиваю. Сережа в этот момент идет на площадку на зарядку, поэтому я дома одна и могу себе позволить подурачиться, так сказать. Потом у нас вкусный, плотный завтрак. Как сегодня. Вот. Что еще? Стараюсь не переедать. Стараюсь есть то, что мне хочется, а не то, что нужно. С единственной поправочкой. Больше вношу в рацион овощи, зелень. Вот, да. И что мы еще делаем? Интервальное голодание. Да, стараюсь есть по времени. То есть не каждые 30 минут, а 2-3 раза в день, только через большие промежутки времени. Все, и вечером мы с Сережей любим ходить на прогулку. Беремся за ручки и идем 5-7 километров, просто прогуливаемся. Когда легкой ходьбой, когда интенсивной, ну, под настроение. То есть секрет прост. Да это и не секрет вовсе. Я просто активная. Ты, любовь моя, желай, а я буду есть. Все. Всем приятного аппетита, мирного неба, счастья, здоровья, благополучия семьи. Все, а я пошел кушать. Давай.